Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Я довольно давно топлю за сушильные машины, с того момента, как у меня дома появилась сушильная машина. И главное, что я всегда подчеркиваю, сушильная машина — это не роскошь, а средство повышения качества жизни. Ну, потому что это реально круто — положить в стиралку грязные вещи и через пару-тройку часов достать из сушильной машины чистые и сухие. Быстро, никаких развешиваний, влажных вещей в ванной или на этих идиотских сушилках раскладных, которые вечно ломаются, да еще и занимают полкомнаты. В общем, сушильная машина — это круто. Тот, кто раз попробовал, уже вряд ли представляет свой быт без нее. У нас тут сушильная машина Haier. Расскажу о ней самое главное, а пока я буду это делать, она будет сушить. Быстренько предыстория. Мы постирали в стиральной машине вещи, взяли джинсы и джинсовую куртку. Ну, почему их? Просто потому что ткань, совсем не тонкая. Тяжелые вещи, их сложнее высушить качественно. Я почти уверен, что суши я это в стирально-сушильной машине, просушивание получилось бы, неравномерным. А вот в отдельной сушильной с ее объемным барабаном все должно высушиться нормально. Перекладываем вещи из стиралки в сушку и включаем программу сушки смешанных тканей. Она как раз рекомендована для тяжелых тканей, с которыми сложнее справляться в сушильной машине. Хотя, я думаю, что и классический цикл для сушки хлопка тоже подошел бы. Ну и посмотрим в конце видео, как будут чувствовать себя джинсовые вещи. Степень просушивания выбрали максимальную, чтобы сразу надеть и пойти гулять по бульварам столицы. Сразу переходим к главному, к тому, что в этой сушильной машине Haier, я должен обязательно отметить. Технология тепловой насос или heat-pump по-английски ее еще называют, это то, что в свое время вывело сушильные машины из разряда прожорливых в плане расхода электроэнергии приборов, а также способствовало улучшению качества сушки, и стала возможна сушка более бережная в плане температуры воздуха и вариативности температур, что важно для многих вещей и тканей. Как это работает? Рассказываю простым языком. В сушильных машинах есть тен, он греет воздух. Это-то и было всегда проблемой. Нагрев воздуха — дело энергозатратное, а постоянно приходилось нагревать новые и новые в процессе сушки. Плюс вентилятор, он тоже в сушильной машине есть, и он нагнетает нагретый воздух в барабан. В случае с тепловым насосом в сушильной машине есть еще компрессор, испаритель, конденсатор и хладагент в контуре, то есть по сути в нее встроен небольшой кондиционер. Что происходит внутри сушилки во время сушки? Тепловой насос — это по сути замкнутая система теплообмена. Нагретый воздух проходит через одежду и забирает из нее влагу. Дальше он проходит через испаритель и происходит некоторое охлаждение воздуха и конденсация влаги. А дальше этот же воздух снова направляется к нагревателю. Но дело в том, что его температура все равно выше, чем комнатная, и поэтому на нагрев его тратится ощутимо меньше энергии. Это позволяет экономить до 50% электричества, в зависимости от конкретной ситуации, конечно. Плюс есть возможность, если это нужно, сушить при более низких температурах, а это нужно, в частности, для сушки шерсти, если в машине есть такая программа, или синтетики. Модели с тепловым насосом дороже, это правда. Хотя, знаете, в последнее время тепловой насос уже становится такой данностью, must-have в сушилках. Я думаю, что через несколько лет других моделей, вентиляционных и даже конденсационных, в магазинах просто не будет. Соответственно, и цена отреагирует на более широкий ассортимент. Если соберетесь покупать сушильную машину только с тепловым насосом, это однозначно рекомендация Тостер. Перед тем, как мы углубимся, в классические функции сушильной машины, которые в этой модели, на все 100% реализованы, немного так забегая вперед. Так вот, перед этим я хочу рассказать о функции, которая есть не у всех брендов, не в каждой сушилке она есть. И, на мой взгляд, она довольно интересная. Все просто. Можно подогреть одежду. Сейчас пауза, чтобы осознать, попытаться и понять, зачем ее подогревать.
А вот смотрите, производитель нам говорит, что, например, перед выходом на улицу промозглой осенью можно куртку, плащ там сделать теплыми. И вот ты выходишь в осень из подъезда, и тебе, ну, явно приятнее и теплее. Но есть в этом что-то, да? Как сейчас говорят, мут такой правильный. Я, кстати, придумал еще вариант. Собрался ты принять душ или ванну, положи, подогрей в сушильной машине махровый халат, и тогда потом, выходя из теплой ванной комнаты в прохладную квартиру, будет, ну, максимально комфортно. Вот если купите эту сушилку, попробуйте и напишите в комментариях, как вам этот подогрев одежды, зашел или нет. Почему еще я топлю за сушильную машину в каждый дом? Дело в том, что сушилка — это еще и антиаллергенный девайс. Объясню. Во время сушки с вещей сдувается пыль, ворс, другие аллергены, которые, ну, далеко не всегда выстирываются. Особенно если короткие циклы стирки, например, используете. Так вот, все это сдувается, делая вещи, ну, по сути, более чистыми, и задерживается вся эта грязь в фильтрах. У сушильной машины Haier он четырехслойный, и круто, он улавливает все вот это вот неприятное, что сдувается с вещей. Оно нигде не оседает ни в каких контурах воздушных. И, конечно, он защищает испаритель, элемент теплового насоса. И это еще одна очень важная его функция. И важно не забывать систематически очищать эти фильтры. Мне, например, это даже приятно делать. Я вижу, сколько всего сдувается с вещей. Это вот как с роботом-пылесосом, да? Вроде чисто дома, а смотрите, сколько грязи и мусора он насобирал. Это вот чувство глубокого удовлетворения. Это еще не все об аллергии, вернее, об антиаллергенной функциональности сушильной машины. Здесь, в этой модели Haier, есть опция антиаллергия, которую можно активировать, ну, с определенными циклами сушки. По окончании сушки в течение часа будет в барабане поддерживаться температура 60 градусов, что позволяет избавиться от бактерий и даже клещей вот глубоко в волокнах тканей. Гигиена в итоге в норме. На программах я не буду слишком подробно останавливаться. Тут, по сути, классический для сушильной машины такой вот набор. Отмечу, что помимо прочего есть циклы для сушки синтетики и шерсти. Это круто. Специальный цикл для вещей, требующих особо деликатной сушки, тоже есть. Есть и режим для детских вещей. Это такая экстра сушка, максимальное просушивание. Спортивные вещи, рубашки, объемные вещи, вот какие-то. Для всего этого есть отдельные программы с оптимизированными настройками. Если надо высушить пару любимых вещей быстро, то для этого есть программа сушка за полчаса. Обратите внимание, для каждой программы своя рекомендованная загрузка. Сверяйтесь с инструкцией. Машина, конечно, постарается высушить, и если вы больше загрузите, но качество сушки в этом случае может снизиться. Максимум 9 килограммов. Такая загрузка только для сушки хлопковых вещей. По режимам сушки тут классика. Сушка под утюг, вещи остаются чуть влажными, но это та степень увлажненности, при которой вещи легко гладятся. Сушка для хранения в шкаф. Это почти сухие вещи, и чувствуется лишь такая легкая свежесть, чуть влажности, чтобы вещи не мялись. Ну и экстра сушка — это для махровых полотенец, халатов норм, вот как раз для джинсовых вещей, которые мы сушим. Ну и тут смысл в том, что вещи сразу можно использовать, надеть. Плюс есть сушка по времени, можно задать нужное, если вам так удобнее. Ну вот, кстати, мне всегда было интересно, если у вас есть сушильная машина, вы как сушите? Выбираете автосушку по степени влажности или сами время задаете? Напишите в комментариях. Я знаю, что сушку по времени можно использовать для досушивания, да? Потому что большие объемные вещи, они часто скручиваются, сматываются и не досушиваются вот на автосушке. Еще важный момент здесь — реверсивное вращение барабана во время сушки, что, собственно, улучшает само качество этой сушки. На вещах меньше складок, и они, вещи,
эти наши с вами в процессе даже немного разглаживаются. Вот, кстати, важный момент. После сушки в сушильной машине гораздо меньше риск того, что вы достанете из барабана мятые вещи, чем в случае со стирально-сушильной. Особенно если речь о вещах объемных, типа того же постельного белья. Тут, конечно, сказывается еще разница в объеме барабанов. У отдельных сушилок в нем вещам ощутимо просторнее. Очень круто, что в комплекте с этой сушильной машиной есть полка. Она вставляется в сушильный барабан и остается неподвижной во время сушки. Это существенно расширяет возможности сушки. На полке можно сушить головные уборы, мягкие игрушки, какие-то вещи, требующие особо деликатной сушки. Я бы даже рекомендовал шерстяные вещи на ней сушить. Складываешь аккуратно, и все вот так в покое просушивается. Обувь как матерчатую, так даже замшевую или кожаную. Помните, мы говорили про настройки температуры сушки? Вот тут она пригодится. Выставляете щадящие значения, и обувь не портится. В общем, полка в комплекте — это нужно и полезно. Перед тем, как мы проверим, что там с джинсами, и финализируем все про эту сушильную машину, я еще скажу, что тут, конечно, есть таймер отстрочки старта. То есть можно в этом плане вариативно тоже все настраивать. Плюс тут можно перенавесить люк загрузочный в зависимости от того, как она у вас будет стоять и где, и чтобы удобно было перегружать вещи из стиралки. Ну что, я сейчас отправляюсь гулять, что называется, по бульварам Москвы. Все сухо, джинсы окей, куртка тоже сухая, экстра сушка выполнена, и она получилась, машина справилась. Джинсы довольно сложные вещи для сушки, потому что, не тонкая ткань, плюс куртка, например, тоже не самая маленькая вещь, не футболочка. Нормально все высушено, нет недосушенных мест, а с джинсами такое может быть, и это, в общем, не считается большой трагедией, но тут вот совсем без этого обошлось. Зачет за сушку. Тепловой насос, обеспечивающий отличную энергоэффективность, то есть низкий расход электроэнергии и во многом бережную сушку, хороший набор программ сушки, классическая автосушка под утюг в шкаф или экстра, чтобы сразу надеть вещь, сушка по времени, полка для сушки в комплекте, антиаллергенные возможности и даже слегка таинственный режим просто подогрева одежды. Это как, знаете, немного подогрели чуть подостывший завтрак и спустились к нему в подогретом в сушильной машине махровом халате. Сушильная машина — это не роскошь, как я уже отмечал в начале, а повышение качества жизни. С сушильной машиной Haier вы точно это ощутите. Тостер ее проверил в работе и рекомендует. Самый крутой вариант — это, конечно, вот так все устроить, поставить в колонну стиралку и сушилку. Ссылки на всю технику из видео, если что, внизу в описании. Кстати, мы с Haier договорились о промокоде на скидку. Промокод сейчас на экране, вся важная информация на этот счет продублирована в описании видео. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам полезна. В этом видео, не скрываю, я в очередной раз топлю за сушильную машину в каждую семью, в каждый дом. Потому что это, правда, очень удобно быстро получать чистые и уже сухие вещи. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, на сайте Toster.ru, в нашем Яндекс.Дзене, Тостер в соцсетях, в Телеграме еще больше интересного о доме и быте, не только наши видео. До новых обзоров и тестов. Пока!